Магнитофоны «Союз» появились в трудный период жизни страны. Еще в 1991 году никто не верил, что все закончится тем, чем закончилось. Наш союз, он нерушимый, в это верить я хочу. Наш народ непобедимый, перестройка по плечу. Перестройка, перестройка, слышим мы со всех сторон. Переделка, перекройка, но повсюду только стон. Ах, вот талонная система, в экономике проблема. День и ночь в очередях, слышно только ох и ах. Президент наш обещает каждый день и каждый час, и с экрана нам вещает, что пробьет наш звездный час. Союз нерушимый, республик свободных схватила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народа единый могучий Советский Союз. Магнитофон «Союз-110 стерео» хоть и появился на закате эры катушечников, но был вполне достойным аппаратом. И будучи более дешевым в сравнении с олимпами и электрониками, составлял им достойную конкуренцию не только в бытовых условиях, но и в студиях звукозаписи. Стоимость магнитофона составляла 710 рублей, и это без колонок. Сразу скажу, что была еще более дешевая его версия, 111 модель, которая отличалась лишь отсутствием встроенного усилителя, из-за чего продавалась уже за 600 рублей. Он был унифицирован с магнитофонами других предприятий, но базовой стала модель Ростов-105, да и сама схемотехника была разработана на ростовском заводе «Прибор» еще в 80-м году. Ростовчане тогда изготовили несколько опытных образцов с разными вариантами внешнего оформления и отправили их для согласования в Москву, где и дали разрешение на запуск магнитофона в серийное производство. А поскольку модель имела хорошие перспективы, то заводчанам поручили подготовить и передать документацию для производства и на других заводах. Так модель попала на Брянский электромеханический завод, который в тот момент выпускал модель «Снежить-204 стерео». Эта модель для завода приносила кучу проблем, и поэтому он с радостью был готов от нее избавиться и начал готовиться к выпуску новой модели. На это ушло несколько лет. Сначала появилась модель «Снежить-110», а затем и его собрат «Союз-110». Вроде как это появление «Союза» произошло в 1986 году. Однако я никогда не видел этих магнитофонов, выпущенных ранее 1987 года. Для потребителей магнитофон предоставлял довольно широкий выбор возможностей. Возможность подключения проводного пульта дистанционного управления «Эврика», автостоп по окончанию ленты. При прослушивании записей, выполненных на разных дорожках, при их выборе сигнал подается сразу на обе колонки. Так было не у всех аппаратов. Например, у известной ноты 203 при выборе дорожки 1.4 сигнал будет только в левой колонке и наоборот. Сейчас должен работать левый канал, и мой голос вы слышите из левого громкоговорителя. И еще магнитофон позволяет контролировать записываемый сигнал сразу при записи. Тут остановлюсь поподробнее, так как многие уже не понимают, что это. Большинство катушек с ленты в СССР продавались, как тогда говорили, чистыми, то есть без записи. Можно было ее отнести в студию звукозаписи, где вам на нее запишут то, что вы хотите. Большинство же людей производили записи самостоятельно, переписывая с катушек и пластинок. Соединяем магнитофон с проигрывателем с помощью специального кабеля. Кстати, ранее на канале выходил ролик об этом проигрывателе, но в России он на данный момент недоступен из-за авторских прав на музыку. Но вы можете его посмотреть по ссылке, которую я разместил в описании под этим видео. Соединяем магнитофон с проигрывателем с помощью специального кабеля. Нажимаем одновременно кнопки «Пауза» и «Запись». Выставляем уровень записи таким, чтобы стрелки индикатора были около деления -3 дБ. Это при условии редкого и кратковременного свечения индикаторов перегрузки. Затем нажимаем кнопку воспроизведения, и запись начинается. Будь-що буде, ти оглядаєшся неохоче, будь-що буде, і я дивлюсь тобі прямо в очі, будь-що буде.
вот тут-то зачастую и крылись проблемы. В первую очередь из-за качества ленты. Она могла оказаться не очень хорошей, и в результате запись могла получиться с плавающим уровнем громкости, завалом по высоким частотам, пропаданием звука в одном из каналов, ну и так далее. На магнитофонах, не имеющих функции сквозной канал, вы смогли бы это обнаружить лишь после окончания записи, когда прослушивали бы получившуюся запись. И было бы жаль потраченного на это времени, если придется переписывать ее по новой. А между тем пластинку вам могли дать лишь на час, и пришлось бы ее возвращать, так и не получив хорошей записи. На Союзе же вы могли нажать кнопку «Контроль» и сразу слышать звук с ленты, а не тот, который вы подаете на магнитофон. Соответственно, в процессе записи можно было понять, что лента бракованная или прописывается плохо, и сразу подрегулировать уровень записи. Сейчас это особенно актуально, учитывая, что многие пользуются лентами, произведенными более 30 лет назад. Эта функция осуществлена благодаря установке дополнительной головки. Одна стирает старую запись, другая записывает новую, третья сразу же воспроизводит получившуюся. Я не знаю, как вам, уважаемые зрители, но мне за все время собирания техники только 2 раза попадались катушки номер 22 и ни разу 28. Их я приобретал уже самостоятельно, через интернет. Основными катушками были 18, 15, 13 и реже 10. Хотя первые бытовые катушечные магнитофоны работали именно с 22-ми. Данный магнитофон может вместить катушки до 22 размера. Вероятно, из-за того, что они встречались довольно редко, разработчики сделали ручное переключение диаметра катушек. Если они у вас все же оказались, то нужно было нажать кнопку сзади. Если этого не сделать, то будет неправильное натяжение ленты. На мой взгляд, это довольно спорное решение. Еще имеется возможность смешивания сигнала с разных входов, например, с микрофона и с другого магнитофона. Для этого соединяем 2 магнитофона между собой, включаем второй магнитофон на воспроизведение, а союз на запись. Подключаем микрофон, выставляем правильный уровень записи, отключаем колонки и подключаем наушники. Это важно, так как вы будете слышать в них минусовку без появления микрофонного эффекта. Важно отключить сквозной канал, иначе вы не попадете в музыку. Будет отставание голоса. Ну и пожалуйста, система караоке СССР готова? Я не жалею ни о чем, а все фундамент треба дом. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Этим приемом часто пользовались ведущие дискотек, наговаривая текст под музыку так, как вы это слышали в самом начале ролика. И да, как вы могли заметить, по вот этому союзу модель поставлялась даже на экспорт. По сути, они отличаются между собой лишь надписями на английском языке, а ну еще появилась надпись про Hi-Fi, которой нет на союзе для внутреннего рынка. Электроника магнитофона ремонтопригодна и сделана довольно надежно. Заметьте, все выглядит очень аккуратно. Все платы соединяются между собой на разъемах, вынуть для ремонта можно любую из них. Сверху для лучшего охлаждения расположен блок питания, снизу усилители записей и воспроизведения. Обычно больше всего хлопот мастерам доставляет так называемая логика. Это платы управления режимами электродвигателей и электроприводом. В них довольно много микросхем, которые любят при любом чихе отправляться в мир иной. Управление тормозами и прижимным роликом осуществляется с помощью соленоидов или втягивающих электромагнитов. Из-за этого при переключении режимов слышны щелчки. Тормоза бечевкой по тому же принципу, как и в орбите 107. Двигателей в нем 3. На валу 2 закреплены подкатушечники, а третий является тонвалом для прижимного ролика. Центральный мотор отличается от 2 других – неподвижный статор внутри и вращающийся ротор снаружи. Он асинхронный, с мягкой внешней характеристикой. Для 19 скорости его обороты равны 1000. Подобный применялся также в магнитофонах Олимп,
а его дедушка был применен еще в магнитофоне «Мелодия МГ-56». На отдельном, довольно массивном радиаторе закреплена плата усилителя мощности. Он номинальной мощности в 15 Вт. На 19 скорости обеспечивает воспроизведение диапазона частот от 25 до 25 тысяч Гц. Инструкция рекомендовала использовать его с колонками типа Amfiton 35AS018 или всем известных S90. Выходные транзисторы типа KT825G. Эргономика у магнитофона очень неплохая, но, как по мне, у него довольно странная расцветка пластика. Особенно проблемным было как раз такое бежевое оформление. На солнце пластик довольно быстро желтел, а если с магнитофона не снимали катушки, то след от них навсегда отпечатывался на пластике. Крышка блока головок несъемная, из-за чего довольно неудобно обслуживать головки. Поэтому многие владельцы заменяли шурупы, ее крепящие, на длинные винты, чтобы крышку можно было снимать. У этой линейки магнитофонов довольно странно выглядит индикация режимов стоп и воспроизведения. При воспроизведении светится красный светодиод, при стопе зеленый, хотя по логике должно быть наоборот, и логика тут не подводит. Дело в том, что на этапе запуска в производство в конструкторской документации закралась ошибка. Изначально режим стоп включался этой кнопкой, но и воспроизведение соседней. Исправить ошибку было проще изменением надписей на передней панели, чем делать изменения в жгутах проводов. Беда этих магнитофонов – отломанные фиксаторы крепления катушек. Поскольку крышки у него нет, то при перестановке или транспортировке легко было их обломить. К концу 80-х спрос на катушечники стал снижаться. Соответственно, и на заводе уменьшали их выпуск. Так, в 1987 году было выпущено 30 тысяч магнитофонов, в 1988 – 40, а в 1989 снизился до 15, а в 1990 упал до 10. Интересный момент, но в СССР долгое время не было техники с названием «Союз». Видимо, производители задумывались над ценой, по которой будут его продавать, и что им за это может быть. Но странное совпадение. Как только началась перестройка, и страна начала двигаться в известном теперь уже всем направлении, на одном заводе появились магнитофон и телевизор «Союз». И хоть совсем ненадолго, но они смогли пережить развал Союза Советских Социалистических Республик, а бывшие его братья и сестры в поиске своей идентичности будут расходиться все дальше и дальше друг от друга, делая вид, что общего в общем-то никогда и не было.